Дорогие друзья, всем привет! В Испании выпал снег. Здесь тоже такое бывает явление. Навалило, посмотрите, сколько, минус 2 градуса. Но, если сказать серьезно, мы приехали на высоту почти 2000 метров над уровнем моря, на нашем южном побережье. Это место называется Сьерра-Невада. Это горнолыжный курорт. Многие слышали об этом. В этом году здесь очень много снега, как мне кажется. Ну, может быть, не очень много, но вчера навалил снег. Как мы добирались сюда из провинции Аликанте, сейчас мы вам покажем. Наше путешествие было интересное, но сопряжено с некоторыми сложными моментами. Вот о них сейчас мы вам расскажем. Выехали мы сегодня в 11 часов утра, сейчас у нас 12:51, через 130 километров где-то будет Гранада. Сейчас у нас 15 градусов на улице, и ветер достаточно сильный, такой порывами поднимает пыль. Мы едем, но сегодня солнечная погода, может быть, даже слышны будут порывы ветра. Едем мы вот по такой красивой дороге, с красивыми видами на горы, цветущими деревьями. Кстати, друзья, мы сейчас видели, как впереди идущая машина и сзади был прицеп пустой, ну, это дом на колесах, караван так называемый. И был порыв ветра, и караван прям сдуло с части дороги, машина стала вилять. Но водитель справился очень грамотно, снизил скорость и прям даже остановился на А7, по трассе едем. Когда путешествуешь именно в ветреную погоду, конечно, если у вас сзади прицеп, нужно быть очень аккуратным, понимать, что прицеп может сдуть ветер, вот как сейчас произошло. Так что будьте внимательны и осторожны на дорогах. Ну что ж, дорогие друзья, дорога у нас очень хорошая, скоростная, 120 километров. Вокруг красивые горы и цветущие деревья. Сейчас мы делаем, как обычно, небольшую остановку. Здесь вот такая простенькая, со столиками остановочка. Прогуляемся, покажу вам красивые цветущие деревья. Сейчас февраль месяц. У нас очень много красивых цветов. Ну что ж, сейчас у нас как раз период цветения вот таких красивых деревьев. Посмотрите, какая красота цветет сейчас в феврале. У нас становится уже прохладно. Мы, как обычно, с чаем пьем теплый чай сладкий с лимоном. Движемся дальше, чтобы показать вам массу интересного. А вы не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать свои комментарии, которые продвигают наше видео и развивают наш канал, поднимают его выше. Ну что, ехали мы, в 13:53 встали в районе какого-то населенного пункта. Дорога перекрыто. Но машины, я смотрю, потихоньку двигаются. Что это у нас? Пробка или что-то другое? Может, ремонт дороги? Посмотрим. Ну что, дорогие друзья, мы предположили, что это забастовка трактористов. Посмотрите, какая пробка. Вот это в обе стороны перекрыто. Практически мы не двигаемся. Такая пробочка. Вот впереди стоят трактористы. Трактора их находятся слева и справа. И вот на мосту сверху. Сейчас мы будем проезжать, увидим и заснимем. И вот таким образом они выходят и просто блокируют дорогу. А потом подходят к каждой машине и объясняют, почему у них все это дело происходит, почему они пришли к этому мероприятию, почему они так поступают, что их не слышит власть, они хотят достучаться до того, чтобы не повышали цены на топливо и так далее, так далее, так далее.
Пока стоим, не знаю, сколько это продлится. Хотелось бы, конечно, ехать. Ну, ничего, постоим, да, Алексей? Да, они по чуть-чуть пропускают здесь, По по-человечески. чуть-чуть пропускаем, то есть все это мирно, спокойно. И мы, в принципе, ну, сегодня выходной день. В общем-то, не сильно спешим, но потихоньку едем. Будем показывать вам дальше. Ну вот, собственно, так проходит забастовка. Стоит народ с флагами. Ну, вот так, в общем, бастуют люди. Они перекрыли трассу А7. Это сельскохозяйственные Простите, деятели. Сейчас попрошу, может быть, чайку попьем. Так, ну что? Забастовку мы проехали. Где-то, наверное, минут 40 постояли. С той стороны тоже, кстати. Тоже машины там стоят. Ну, в принципе, мирно все. Они объясняют, чем все это вызвано и что они хотят. Да. В принципе, все аграрии, все фермеры, в том числе и Испании. Вот, так что едем дальше. Дорога наша пролегает в красивых местах. Погода 9 градусов. В общем-то, все нормально. Горы, смотрите, какие красивые. Наше путешествие продолжается. В районе населенного пункта, который называется Баса, собственно, проходила эта забастовка. А тут и знак Ювия. Тут, наверное, частенько бывают дожди. Вот такая у нас погода. 14:41, 9 градусов и сильный ливень. Ну что, делаем остановку, заправили машину. Сейчас зайдем, попробуем покушать что-нибудь, перекусить. Смотрите, какая погода дождливая. А на заправке нам девушка сказала, заправщица, что здесь всегда холодно в этом месте. Будем утепляться. Сейчас попробуем что-то поесть. Ну что, вот ресторан, отель. А здесь кот. Котя. Счастливый Котя встретился нам на пути. Котя, ты хороший. Хороший Котя. Это кошечка. Ну, по-моему, у нее будут котята. Все, идем покушаем. Хорошая кошечка. Ну что, Алексей, как тебе наше путешествие сегодня? Отлично. Как тебе Солнце началось? было. Сейчас на улице 3 градуса, дождь был, ливень даже. Забастовка была, осталось увидеть снег, тогда будет все включено. В каждом регионе, в том числе, можно попробовать свою воду. Именно этот регион Гранада, здесь вода из Сьерра-Невады. То есть минеральная вода с самой горы. Gracias. Такой нам хлебушек принесли. Ну что, нам на первое принесли вот такой вот замечательный суп из чеснока. Как Вкусно. тебе? Вкусно? Отлично. Чесноком пахнет. Приятного нам аппетита. Не могу не снять и поделиться с вами. Посмотрите, какой кусок рыбы мне притащили на второе блюдо. Тогда мои фрикадельки тоже покажи. Показываю. Очень вкусно. Надеюсь. Смотрите, как аппетитный, красивый, по-домашнему. Красота такая. Меню Дель Дио, это было по 14 евро с человека, с персоны. И мы, собственно говоря, вот насколько наели, сколько тут, 28? Вот. Ну и кофе мы выпили. Можно было выбирать, как обычно в Испании, кто не знает, можно или пострес, десерт, или кофе. Мы выбрали кофе. Ну, кофе мне не очень понравился, потому что тут вообще с этим трудно, да? Десерт бы не влез. Но десерт бы уже не влез. Так что водичка, кстати, очень вкусная, которую вам Алексей показывал. Вот, домашняя еда вкусная. Может быть, мы ссылку оставим в описании, может быть и нет. Пишите, если вы хотите, на всякий случай, если вы будете ехать из Комунидада Валенсиано в Гранаду, если вы хотите, наши рекомендации по поводу, где перекусить, пишите, мы тогда оставим вам точечку, соответственно. Интересные места мы проезжаем. Люди живут в пещерах, берут кусочек горы, пристраивают дом, и у них целое такое вот домашнее хозяйство. Очень интересные места. Вообще Испания очень интересна. В каждом регионе свои какие-то интересные моменты, которые всегда приятно открывать для себя. Что, движение наше продолжается. 1336 метров над уровнем моря, высота.
Вы видите, какая растительность уже появилась. Сосны, ели. Снег на верхушках гор, вернее. Мы находимся высоко. 4 градуса у нас температура воздуха. Вот такая вот шикарная погода и очень хорошая дорога. Снегоуборочные машины. В Испании. С солью или с чем они? С песком? Да. С солью. Так что, дорогие друзья, снег здесь бывает. И для этого существует соответствующая техника. Снегоуборочные машины, все сверху засыпанные в кузове солью. Для того, чтобы посыпать дорожки и чистить снег, соответственно. Вот такая вот природа здесь бывает. Тот, кто говорит, что Испания это жара и пляж, то вы глубоко заблуждаетесь. Испания, она совершенно разная. Из провинции Аликанте мы приехали первый день в замечательный город, который называется Гранада. Кто не бывал, мы рекомендуем посетить этот город. Там мы заночевали в отеле, но прежде мы погуляли по вечерней Гранаде. Это удивительно красивый город, о нашей прогулке мы вам сейчас расскажем. Мне так непривычно, я по снегу уже давно не ходила. Иду, немножко спотыкаюсь. Что, остановились мы в таком отеле B&B. В принципе, ничего такого, но зато здесь можно сделать себе кофеек. Разместились мы в отеле в Гранаде, а здесь такое началось. То же самое, что было у нас на дороге. Фермеры бастуют. Забастовка на тракторах. Смотрите, что тут происходит. Их много собралось. И удивительно, у них женщины тоже вон сидят в тракторах. Молодежь. Тоже управляют тракторами, наверное. В общем, вот такая вот интересная поездка у нас. Правильно, заезжаем? Давай, да. Так, разместившись в отеле, мы решили прогуляться по городу Гранада. Сейчас мы припаркуем свою кочу и пройдемся немножечко, покажем вам, что здесь есть. Ну, в принципе, целью у нас, наверное, больше показать вам интересное место, которое здесь еще есть, а не город. Ну, немножечко прогуляемся по городу. Немножечко скажу для тех, кто в Испании, может быть, бывал редко или редко путешествует, что есть вот такие хорошие подземные паркинги в различных городах, в том числе и в городе Гранада есть. Вот, и вы можете оставлять здесь свою машину, немножко это стоит каких-то денег, но, тем не менее, весьма удобно. Да, много парковок, ну, просто вот на самой парковке уже ориентируйтесь, ищите место. А обычно они многоярусные. Вот так, дорогие друзья, разместились мы в паркинге свой автомобиль. Кстати, паркинги очень удобные. Здесь можно спускаться на лифте для тех, кто ходит. Ну, проблемы какие-то есть. А вот здесь только что молодежь пила водичку. Очень удобно около паркинга, можно попить воды. Я особенно не понял, я думал, это прикол. Они пили водичку, да. Местная молодежь, испанцы попили. А вода какая вкусная. Вот такая у нас погода, все в курточках. 10 февраля 2024 года. Слава богу, сейчас нет дождя здесь. И мы пойдем немножечко погуляем, покажем вам город. Достаточно чистый, сейчас зимой ухоженный. Много общественного транспорта. Красивые здания, исторический такой. Ну, пойдем погуляем, покажем вам, что тут можно интересного увидеть. Вот. Но цель наша немножко в другом. Цель наша то, с чего началось это видео. И как мы туда попадем, мы вам в процессе все покажем. Смотрите, какие красивые улицы, достаточно чистые.
Я всегда обращаю внимание на чистоту улиц. Зеленый свет, можно перейти. Чувствуется холод такой, да, вот зимний? Ну, холод, но не такой лютый, прямо холод, что можно кутаться. Ну, так чувствуется, что прохладно. Написано, что это муниципальное здание, но очень красивая архитектура. Обратите внимание, какая красота. Дорогие друзья, вот это главные ворота в стене XI века, стена, которая окружала город, вернее, окружала Альямбру. Мы сейчас сюда тоже подойдем, покажем вам. Вот. Ну, видите, они, конечно, отреставрированы, наверное, может быть, даже неоднократно, в хорошем состоянии. И когда мы в прошлый раз здесь были, мы ничего такого подобного не видели, не обращали внимания. А сейчас у нас есть прекрасная возможность зимой, когда прохладненько, погулять по этому замечательному городу. Вот. Те, кто живет в этих местах и кто не живет в этих местах, кому нравятся такие путешествия, обязательно поддержите видео лайком. Друзья, ну как обычно мы проводим, скажем так, такую линию. Короче, нам эта улица очень напоминает Каменноостровский проспект. Что в Питере Каменноостровский проспект населен такими, вернее, находятся очень такие современные здания век назад. Ну и здесь примерно точно так же. Исторически, ты хочешь сказать? Ну, исторически, да. Ну, они были современными век назад, да. Постройки и очень отреставрированы, в хорошем состоянии. Вот это центр города Гранада. И мы видим, что он, во-первых, чистый, во-вторых, очень красивые фасады зданий, исторические здания. Да. Вот к одному из них мы сейчас идем. Надеюсь, что дойдем и вам покажем. Ну, немножко прохладно. Нам пришлось напялить куртки. Ну, а в самом центре Гранады, конечно, находится Гранадский собор. В таком стиле Ренессанс построен. В 1765 году, наверное, вот эта вот пристройка сделана. А это, конечно, здание очень старое. Видно. Ну и, как обычно, апельсины, да. Значит, мы зашли в офисину для информации, для Нам туризма. любезно предоставили такую карту. Нет, она лежит в общем доступе. Ну, Всех. и любезно предоставила вот эта вот тумбочка. Покажи. Мапа де Гранады, вот тут можно взять. Да, и, кстати, вот написано, что Места, посетить, которые посетить, да? время работы, телефон. В общем, вот такое красивое здание. Посмотрите, такой дворик. Очень красивый, как в Альямбре, наверное, внутри. А если не знаете, можно еще туда зайти, и вам подскажут. Все, пойдем, Алексей. Смотри. Мы раньше останавливались вот здесь на парковке, шли вот так, и вот выходили вот сюда. И здесь мы сидели, обедали, смотрели, любовались Альямброй. Кстати, очень много внутреннего туризма, и сейчас с парковки мы вот прошли. Там, где мы остановились, она почти занята, а рядом парковка, чуть дальше, она уже занята. Все. С обратной стороны, смотри, провинцию Гранада показывает. Да, отлично. Шикарно. Пойдемте дальше. Одна из центральных улиц или площадей, я не знаю, здесь вот прямо в центре. Народу очень много. Посмотрите, какие дома красивые. Кафешки. Ну, летом они, наверное, заполнены все, я думаю. У меня такое ощущение, что мы здесь были. И не раз. Мы здесь были, но что-то очень плохо помнится. Вот так вот. Так, сейчас, дорогие друзья, мы быстренько зайдем, покажем вам собор. Иглесия дель Саграрио. Может быть, небольшой, но очень красивый. Но очень много народу, мне кажется, да? Сегодня, суббота, туристов много. Такой внутренний туризм. Алькасиерия. Какая узкая. Это что, это улица такая? Или это... Ничего себе.
Вот здесь, наверное, магазины разные, сувениры, какие-то вещи такие. И налево тоже такая же узкая улочка. Да, город туристический такой, кажется, чистый. Я думаю, что много чего есть посмотреть. Даже можно книжку купить про Альямбру для детей на разных языках. Ну, кстати, вот Гранада. Да, Альямбра, рассказанная детям. Хорошо, уже так написано, я имею в виду. Крупный этот. 9 евро 50 центов. Очень красиво. А вот он, кстати, куда мы заходили, где очень красиво. А в Альямбру не надо заранее записываться, билеты покупать? Заранее, Да, по-моему. мы Там записывались. за месяц даже. Да. Там как в Бурдж-Халифу в Арабских Эмиратах. Лучше заранее. Мы внутрь не пойдем сегодня, мы так обзорно показываем вам. Сказки Альямбры тоже. 14 евро. Вот кто спрашивал, что такое тапасы. Вот Тапасики, да. Тапасики есть. Крышечки такие. Ну, даже на русском языке много очень путеводителей. Кто спрашивал вот про языки. В Гранаду, мне кажется, можно путешествовать и покупать много литературы на русском языке. Есть испанский, немецкий, французский, наверное, английский, как всегда. Много очень сувениров, много, видите, людей, экскурсий прямо. Внутренний какой-то туризм. Ну, соответственно, все фотографируют, видео делают. Вот такую красоту. И в Барселону ехать не надо. То есть, видите, наша часть, ну, можно сказать, наша, тоже богата. И Севилья, да, вот, наверное, и в Мурсии, и в Гранаде красивого много есть. И на севере, в Хихоне. Ну, вся Испания здесь можно везде найти. То есть, делить ее на какие-то лучше, где хуже. Смысла нет, везде хорошо. В каждом месте можно найти свои какие-то прелести. Да, книги где-то сувенирные такие, познавательные, есть за 9, 57, 12 евро. То есть Такие восточные сказки. можно про Гранаду, про Альямбру прочитать, детям дать, киндер, вот, на немецком языке, видите, для детей на немецком языке. Кто у нас немецкоговорящие, вот, пожалуйста, кто изучает немецкий или чей родной язык немецкий, сказки Альямбры. Вот Альямбра, архитектура, история. Альгамбра она почему-то тут Ну, это называется. по-русски, а так по-испански Альямбра. Альямбра, да. Мне уже привычнее так, поэя, Альямбра. Ну, красивое, конечно, очень сооружение и с исторической точки зрения, с архитектурной. Стоит посетить обязательно, кто не был. Ну, наверное, заранее приобрести билеты. А у нас Испания. Да. И тут, конечно, красота тоже. Видите, какие экскурсии ходят с зонтиками, гиды. Экскурсий очень много, внутренний туризм. Еще раз повторюсь, наверное, в 100-й раз. Красивые здания и слева, и справа. Одного дня, конечно, мало. Обзорно можно посмотреть, но ведь хочется посетить, наверное, каждое, да, узнать что-то лучше и лучше. Так, кто у нас живет в Гранаде, ждем от вас каких-то тоже рассказов. Ну, пока так. Пока обзорно. Пока обзорно. Вот это вот вообще наскально. Зашли в очередное интересное место. Центр культуры. Видите, везде вот такие... Откуда плитка кафельная появилась? Это, наверное, какое-то историческое что-то здесь было, да? Мне нравятся такие дворики. Красиво, да?
Друзья, мы подошли в это замечательное место. Обязательно посетите этот парк. Называется Альямбра. Это средневековый такой комплекс, в котором очень много и внутренние дворики, и архитектура. Больше такая в арабском стиле, да. Очень интересно. Такие зеленые дворики с бассейнами, там резьба и так далее, так далее, так далее. Очень интересно. И все это находится в городе Гранада. И здесь очень-очень много туристических мест. Ну, как обычно, мы зашли в музей археологии, и, ну, естественно, билеты бесплатно. Как все культурное в Испании. Взяли такой вот указатель немножко, что это за музей. И пойдемте посмотрим. Очень интересно. Все это вот находится недалеко от Альямбры. Вот так вот, ну, историческое место, где мы вид на Альямбру, я бы так сказала. В общем, центр города Гранада. О, какая опять красота. Красивый такой в восточном стиле дворик, да? Я даже не знаю. Это вот как восточные дворики Да, такие, да? обалдеть, красотища. Леша, как в Альямбре. Да-да-да. Внутренние дворы. Обязательно фонтан, обязательно тень, потому что жарко. Обязательно такие вот колоннады крытые. Очень красиво. Архитектура вообще. Свечерело, пошел дождь, и под дождем мы топаем по улице. Для этого, конечно, нужны курточки, обувь соответствующая, зонтики. А народ как в Питере ходит, сразу раз, распахнули зонты, идут, у всех куртки. В общем, такой вот влажный февраль. Зонтик забыли в машине. Мы тоже в куртках, капюшончики. В общем, дорогие друзья, февраль здесь отличный. И можно и дождик увидеть, и снег посмотреть, и ветерок, и прохлада. Вообще, то есть Испания такая разная, великолепная, город тоже красивый. А мы шлепаем в парке, там, где мы оставили свой автомобиль. И будет у нас дальше наше путешествие. А вот с той стороны я вижу книжный магазин, очень много людей покупают книжки. Университет де Гранада, здание. Я не знаю, что это видит. Ну, а переночевав в отеле Гранады, на следующее утро мы отправились, конечно же, на Сьерра-Неваду. Сейчас вы тоже это увидите, нашу дорогу и, собственно говоря, что здесь посмотреть, чем здесь заняться. Сейчас мы вам об этом расскажем. Переночевав в отеле в Гранаде, мы выехали с утра и поехали в Сьерра-Неваду. 40 минут, как говорит наш навигатор, и мы уже практически приехали. 1799 метров над уровнем моря, 2 градуса, пока что с плюсом. Вокруг мы видим снег, уже продают разные ватрушки, каталки, в общем, я не знаю, как это, санки, ледянки. Вот, поднимаемся наверх. Виды красивые вокруг, конечно, уже, как с самолета. И виден снег. И гололед, ты говоришь, да? Ну вот на дорожке чуть-чуть. Да. Солью для того, чтобы легковые машины не скользили. Здесь стоянка занята, и мы едем выше. Вот такое у нас
путешествие. Смотри, снег со всех сторон, да? Ну, даже не верится, что Испания и снег. Кажется, как будто мы приехали куда-то в Австрию. Или в Финляндию, может, в Норвегию. Сколько снега навалило. Вот они, продавцы ледянок. Знак, дорогие друзья, означают, что нужно, вон там синенький, а наверх нужно уже в цепях. Ну, как сказать, цепи должны быть на колесах. По-испански каденосы. Да, у нас цепей нет, поэтому мы туда наверх и не поедем. Ну, нам туда и не надо. Вот, сейчас где-нибудь остановимся. Вот так вдоль дорог останавливаются. Здесь знаки есть, что парковка, например, 500 метров вдоль дороги. Ну и просто пешочком пойдем каким-то образом вдоль дороги наверх. Все так останавливаются и идут. А кто-то оставил свои машины, и вчера был снегопад, и сегодня это сугробы. Замело. Смотрите, сколько снега. Вот. Muy bien. Gracias. Припарковав свой автомобиль вот так вдоль дороги, здесь такие парковки, мы идем прямо. Сейчас пройдем и покажем, в общем-то, посмотрим сами и покажем вам, что здесь есть такого интересного на Сьерра-Невада. Ну, а люди, некоторые экипируются и будут кататься на горных лыжах, некоторые просто идут погулять, кто-то останавливается в отелях. Ну, не знаю. Погуляем, посмотрим, покажем вам, что здесь интересного. Под ногами снег, глубиной, наверное, 10 сантиметров. И мы, можно сказать, в кроссовках. Или 8,5. Да. И мы в кроссовках таких, не совсем зимних. Ну, достаточно тепло, -2. Ноги не мерзнут? Погуляем, посмотрим. Ну, уже промочило, кажется. И руки тоже. Смотри, машина. Вчера, видимо, ее оставили, сегодня такой сугроб. Как люди будут выезжать, я вообще не представляю. Поедете сюда зимой, не забывайте на всякий случай цепи, если вы будете выше куда-то ехать. Ну и лопатку, вот так поставите машину, чтобы откопаться, нужна лопатка. Вот такие вот дела. Поехали дальше. Ну что, мы идем дальше. Начал идти снег. Вот здесь вот, видите, есть тоже места, где можно остановиться, видимо, бары, а может быть даже заночевать отели. Красивейшие виды. Дорожки чищенные, да. Но лучше, конечно, соответствующим образом экипироваться. Посмотрите, как классно. И впереди такие красивые горы. Все в снегу. Вот люди здесь, видимо, ночевали. И, соответственно, машины тоже запорошены снегом. Не холодно, я бы сказала. Вот я утеплилась в шапку и шарф. И такие, можно сказать, ну, демисезонные кроссовки, непромокаемые. Мне достаточно тепло. Вот, видите, с чем-то напоминает Австрию, наверное. Может быть, Норвегию. И снег такой. Сейчас отойдем. Меня очень мало на Люди с лыжами идут. На зимней резине мало, да? Ну, с цепями тоже. Не, с цепями там наверх поднимают. Если быть объективной, вот здесь я не вижу. Но мы сами наверх, конечно, люди поднимаются. Кто-то нас спрашивал, нужно ли цепи в горы. Лучше нужно. Мало ли придется выше подниматься. Лопатку. Кому-то цепи нужны в парковке. Да, видите, вот там выше. Дома такие. Отели, апартаменты. Кто-то курит, господи. Господи, прости. Кто-то приходит на природу покататься, кто-то покурить. Это Испания.
Очень похожи такие даже на финские домики. Особенно, когда елочки все в снегу и беленькие. Кто-то с собачкой гуляет, кто чем занимается. Смотрите, друзья, снегу было очень много. Я не знаю, как человек будет выезжать. Но даже в паркинг не заехать, потому что он просто завален в снегу. Ну и здесь сосули лазером никто не срезает. Так и висят. Это привет нашему соседу. Подарочек. Тоже снег. Да, без снегоуборщика здесь ничего не сделать. Ну вот прямо по курсу, дорогие друзья, здесь отель. Мы его снимали лет 5 назад в аренду. Не весь отель, конечно, а номер. Останавливались на Новый год, но снега тогда не было, нам не повезло, было скучно. Ну а если зима снежная, то, в общем-то, будет замечательно. Особенно, если вы катаетесь на лыжах. Но обычно сезон здесь, как мы уже поняли, в феврале, горнолыжный, снежный. Поэтому, делайте соответствующие выводы. Ну а если вы любите тишину и покой, то можно и на Новый год здесь. Ну, друзья, в горах, конечно, лучше ездить вот в таких цепях, тогда точно вы будете уверены, что вы сможете выбраться из такой снежной западни. Снежок. Настоящий снег. Вот кто-то тоже спрашивал, вы не скучаете по снегу? Вы не хотите на снег? Там, в Финляндию или куда-то. Ну, посмотрите, дорогие друзья, вот мы поднялись в горы, 2000 метров над уровнем моря, Сьерра-Невада. Пожалуйста, снег. Ну, чем вам не Финляндия или не Австрия? Смотрите, какая красота. Ну что, дорогие друзья, еще раз хочу сказать. Испания универсальная страна. Есть и пляжи, и жара, и море, и океан. И в то же время есть и снег в горах. Можно покататься на горных лыжах. Вот нас кто-то спрашивал, вы не скучаете по снегу? Нет, ностальгии ли у вас по северным странам, так сказать? Я что хочу сказать. Вот, пожалуйста, вам снег, самый настоящий, холодный, -2, но не холодно. Ручки, ножки не мерзнут, достаточно приятно. И не обязательно ехать в Финляндию или куда-то в Норвегию. Напоминает Австрию, приятно. Так что у вас есть еще время. Февраль, вы можете приехать сюда и покататься на лыжах или просто погулять. Ну а кто беспокоится о наличии снега, конечно, здесь его насыпают с помощью ружей, пушек и так далее. Снег на склоне есть всегда, потому что ночью мороз, сейчас у нас -2, ночью было до -4. Ну, естественно, насыпают на сам склон и потом ретраки все это разносят. Ну, еще немножко и мы спустимся вниз. Посмотрите, сколько народу. Народ уже стоит в очереди, конечно же, в кафешке. Ну, а кто за лыжным оборудованием. Конечно, чтобы спуститься с горы, сегодня воскресенье, и стоит огромнейшая очередь. Она вон оттуда идет и вот сюда вот подходит к выходу подъемника. Очень много народу, конечно, в воскресенье. Потому что на весь регион это, наверное, самый большой и самый интересный горнолыжный курорт. Очень много спортивной горнолыжной одежды. Все приехали покататься на лыжах. Ждали этого, наверное, целый год. Наступил февраль, похолодало, выпал снег, и вот все пользуются моментом покататься. Это не единственный курорт горнолыжный в Испании, их несколько. Вы можете загуглить и узнать. Но вот сегодня такая хорошая погода. Очереди такие, кстати говоря, здесь сегодня, что даже их регулируют немножко, сдерживают народ. Вот, но не знаю, хотела бы я стоять в очереди сейчас с горными лыжами, наверное, нет, потому что, я бы, наверное, в Австрию туда рванула, в Норвегию, вот, Финляндию, может быть. Но люди пользуются. Хорошо, что есть вот здесь, рядом, у них рядом с домом, вот такие вот места. Это классно, их несколько. Ну все, пойдемте пить кофе.
Так, Леша покупает кофеек. Приду за остальным. Ага. Сказали, сахар лежит на столе. А, вот, я думала, это чей-то сахар. Оказывается, это сервис такой, сахар уже лежит на столе. Ладно, сейчас мы воспользуемся им. Народу становится все больше и больше. Люди приезжают покататься на лыжах. Сейчас попьем кофеек. Так, Интересно, кофеек. А чем размешивать кофе? Я, кстати, не взял палочку. Сейчас палочки посмотрим. И что-то у нас тут еще пончики. А ты посмотрела, да? Нет. Смотри, какие. Давай посмотрим. Давайте посмотрим, друзья, чтобы у всех был вау, Как из какие Тампере. финские тамперовские пончики. Да, в Тампере там на Пойду этой ложечку башне попрошу. сверху в парке есть такие пончики. Наверное, очень вкусно. Но обратите внимание, друзья, что здесь есть школа, как на любом горнолыжном курорте, горнолыжная школа. Самим можно учиться, у тренера, наверное, брать занятия или детей тоже учить. Отели, конечно же, то есть, вон, видите, сдаются помещения какие-то. Я не знаю, что это, комнаты, апартаменты или отель. Вот. Ну, Я и думаю, магазины, в общем, вся инфраструктура есть. Я думаю, ой, как тепло стало, оказывается, вот от этого жара. Дровишки, да, дрова здесь везде продают. Ну, в общем, классно, классно. Такой маленький кусочек Австрии, наверное. Очень хороший отель. Называется Кения Невада. 4 звезды. Если останавливаться, то только здесь. Ну а температура сейчас у нас минус 0,5 где-нибудь. Ну, мы пойдем отдохнем в отеле, переночуем, наверное, и отсюда уже рванем, так сказать, в свою провинцию Аликанте. И мы поднимаемся в таком лесу на вот эту огромную гору. Мощный экспириенс. Мы в лесу, в густом и темном. И вокруг нас лежит снег. Было очень тяжело подняться сюда. Но мы идем дальше. Вид на гору просто замечательный. Друзья, мы находимся на высоте, наверное, 2400. И очень тяжело стало дышать, поднимаясь вверх. Это прям вот заметно. Ну а снегу тут все больше и больше. Снегу намело очень много. И мы карабкаемся вот по таким ступеням. Поднимаемся к вершине горы. Можно сказать, Эверест. Ну все, мы поднялись на вершину горы. Мы вскарабкались. 2600 метров. Все эти, язык на плечо. Готовьтесь к таким восхождениям. Потому что здесь 2200 метров, да? 2600 метров, 2600. и погода испортилась. Да, снег идет, ноги, руки мокрые, все, идем. Машины все в снегу. Сегодня обещают тоже снегопад. И завтра тоже. Власти предупредили, что оставляйте машины только в положенных местах. Сюда заехало, мы видели, несколько эвакуаторов, чтобы убирать машины и чистить снег. Соли Старивьехи повезли. Ну вот как раз мы и увидели эвакуатор. Знак: остановка и стоянка запрещена. Машины подъезжают. И снег почистить невозможно. А сегодня уже начинается снегопад. Уже пошел снежок. Да, тут везде, кстати, вот написано, С этого места. что машины будут эвакуированы. Ну что, друзья, вот такая красота. Началась метель, идет снег, и даже не поверишь, что это Испания.
Друзья, если вам нравится такой контент, не забывайте ставить лайки, поддерживать наш канал и обязательно подписывайтесь. А здесь, видите, уже заледенелые деревья, вечереет, какие-то облака тянулись сюда. Метель идет. Метели, да. Мы провели здесь, вот в этом месте, в этой локации, несколько замечательных выходных дней. И теперь отправляемся домой счастливые, померзшие, замерзшие, насмотревшиеся снега, получившие удовольствие. Отправляемся обратно в свои теплые, я надеюсь, края. Все. Да, кто с утра тут там встал, и там, где мы ходили, можно без всякого напряга. Дорогие друзья, мы вам показали Сьерра-Невада, горнолыжный курорт, показали город Гранада, где можно провести хорошо время зимой, в феврале. И надеемся, что этот ролик был вам интересен и полезен. Вы поддержите, как обычно, его лайками, напишите свой комментарий, порекомендуйте нас друзьям, чтобы наш канал набирал больше зрителей, больше людей видели наши ролики, наши видео и прямые эфиры, и лучше знали, как мы живем в Испании, что такое Испания и что здесь посмотреть. Ну а мы увидимся, как обычно, вновь на нашем канале. Всем удачи, добра, хорошего настроения. Адьос, амигос, пока-пока, чао! Так, по дороге домой мы остановились перекусить. Такое аутентичное местечко. Вот у меня тут даже буфет рядом. Но самое главное, что туда вид на горы, на снег. И горы сейчас, да, я их называю Саяны. Горы в снегу. Ну, собственно говоря, мы оттуда и едем. Вот такая красотища. Полная перезагрузка происходит в выходные, когда вот так вот едешь на снег куда-то. Голова отдыхает полностью перезагружаешься.